Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Моя жена, так же как и я, имеет YouTube-канал. И несколько недель назад, а может быть месяц, она сделала видео о том, где она говорила, как я изменился после того, как мы поженились. И в этом видео она указывала на многие мои недостатки. Поэтому сегодня я решил рассказать вам, друзья, правду о моей жене. А правда в том, что я люблю ее. Дело в том, что завтра у моей жены будет день рождения, и в этом видео я расскажу вам о том, почему я люблю мою жену. Вы готовы? Поехали! Я люблю мою жену за то, что она очень добра к животным. Это была первая и очень важная вещь, когда мы с ней только познакомились. Я узнал, что она веган, так же, как и я. И то, насколько сильно она любит животных, как она за ними ухаживает, она защищает их от других людей, это произвело на меня очень большое впечатление. За это я ее очень сильно люблю. У нее очень хорошее чувство юмора. Когда мы только начали с ней встречаться, мы очень часто шутили, и ее шутки всегда были такие острые и заставляли меня очень долго и громко смеяться. И до сих пор мы любим иногда шутить друг над другом, и люди думают: о нет, они дерутся, или они очень, как сказать, сейчас будет что-то плохое, но мы очень часто иронизируем, и мы несерьезно относимся к нашим проблемам. И я думаю, это помогает нам иметь лучшие отношения. И за это я люблю ее. Она поддерживает меня в тяжелое время. Иногда бывают в жизни моменты, когда тебе ничего не хочется делать, что-то случилось, и так тяжело внутри, и просто хочется с кем-то побыть рядом. И моя жена в эти моменты, она всегда рядом со мной. Она всегда помогает мне выйти из этого состояния, и я всегда люблю проводить с ней время, когда мне очень трудно, и я всегда могу найти поддержку с ней. И за это я люблю ее. Она принимает меня таким, какой я есть. Ну, тут, конечно, не совсем правда. Вы знаете, она принимала меня абсолютно таким, какой я есть, когда мы только с ней познакомились. Это мы называем, да, такой первоначальный период отношений, влюбленность, тебе все нравится. Но потом, конечно, были вещи, которые ей не нравились во мне. Но, тем не менее, она знает обо всех моих недостатках, абсолютно обо всех. И, конечно, ей что-то не нравится, но она принимает меня. И она знает, что я хочу быть лучше. И да, и за то, что она готова меня принять, я люблю ее. Она готова идти на компромиссы. В отношениях очень важно иметь компромиссы. И если этого не происходит, то отношения не могут развиваться. К счастью для меня, я и она, мы оба готовы идти на компромиссы. И когда бывают моменты какие-то, где мы не можем найти общий язык, она всегда готова уступить. Так же, как и я готов. Поэтому я люблю ее. Она готовит очень вкусную вьетнамскую веганскую еду. Да, моя жена и вся ее семья, они очень классно готовят. Ее папа отличный повар. И я думаю, у нее это в крови. И она не всегда, но иногда готовит для меня очень вкусную еду. Это не всегда может быть здоровая еда, там может быть жареная еда, да, иногда сахар. Но, как правило, это очень и очень вкусно. И за это я люблю ее. Она очень самоотвержена. Самоотверженный человек – это тот, который ставит других выше себя.
То есть очень часто я вижу о том, как она заботится о наших животных, она заботится обо мне, и она готова пожертвовать себя ради других. Конечно, я не люблю, что она так делает, потому что это очень плохо для нее, но в целом, конечно, это очень важный такой, как сказать, это важная часть характера человека. Когда я вижу, у нас есть какая-то еда, которая испортилась, да, в холодильнике, и я хочу это съесть, она быстро берет, съедает это, и потому что она не хочет, чтобы я страдал, она хочет страдать за меня. И это, друзья, это любовь. Что же еще это? Она отличная мать. Да, говоря о том, как она заботится обо мне, и важно сказать, насколько сильно она любит, невероятно любит ее животных. И каждый раз, когда я вижу наш старый кот или кошечка, когда у них есть проблемы, как она за ними ухаживает, она спит рядом со старым котом, она спала рядом с ним на диване, потому что он любит спать на диване 1 месяц каждый день. Она рядом с ним спала, а диван неудобный. Вот. Но она спала там, потому что она его любит. И за то, что она так любит животных, и она такая классная мать, я люблю ее. Все просто. Она очень сильная в трудные моменты. Вы знаете, как говорят такой стереотип, что мужчина должен быть сильный, а женщина должна быть слабой. Конечно, это ерунда. Мужчина может быть слабым, а женщина может быть сильной. И в обычной жизни я думаю, что у нас бывает и так, и так. Я бываю сильный где-то, она бывает где-то сильная, где-то бывает я слабый, где-то она слабая. Но вот именно в таких моментах, когда происходит какая-то экстремальная ситуация, к сожалению, я не всегда могу собрать себя, да, то есть я немножко теряюсь, я такой, что происходит? Но она находит силы в себе взять себя в руки, да, и быстренько что-то сделать. И это очень важно, я считаю. И за эту силу я люблю ее. Она честная. Это самый честный человек, которого я когда-либо встречал в жизни. Серьезно. Она почти никогда и никому не врет. Только в том случае, если это нужно, чтобы спасти какое-то животное. Да. Вот. И я всегда думал, что честность — это... слишком честным быть нельзя. Нужно хотя бы чуть-чуть что-то держать в себе, но я понимаю, после отношений с ней, я понимаю, что быть абсолютно открытым и честным, и искренним с твоим близким человеком очень важно. И я научился этому от нее, и мы с ней, у нас есть такой уровень близости, такой уровень интимности, который просто невероятный, да, и за это я люблю ее. Конечно же, я люблю ее за ее улыбку. То, как она улыбается, то, как она смотрит на меня, и это всегда такие у меня теплые чувства внутри меня просыпаются, когда я вижу, какая она счастливая, и это делает меня счастливым. И за это я люблю ее. И, конечно, я люблю ее за то, что она готова работать над собой. Возможно, вам показалось, что моя жена, она идеальная. Нет, она не идеальная. У нее есть чуть-чуть маленькие проблемки. Но дело в том, что она все равно всегда говорит, что она работает над собой, и она хочет быть лучше. А это очень важно. Потому что некоторые люди, они говорят, вот, я такой, и прими меня таким. Конечно, она тоже иногда так говорит, но в конечном счете она всегда старается быть лучше, и я думаю, что это очень важно для отношений. И за это я люблю ее. Вот такой подарок на день рождения я сделал моей жене. Надеюсь, это было не слишком слащаво, да, то есть как слащаво, как чизи. Вот, ванильно. Но просто я подумал, почему бы и нет, рассказать о таких вещах. Но не беспокойтесь, друзья, в следующий раз я расскажу какую-нибудь очень такую нехорошую историю о моей жене.
Но раз ее день рождения завтра, то почему бы и не сделать хорошее видео? Вот. Да, если вы хотите видеть больше таких интересных историй из моей жизни и практиковать ваш русский, слушание, то, конечно, подписывайтесь. Я посмотрел статистику, что только 50% моего канала людей, они смотрят по подписке, а другие 50 нет. Это нехорошо, дамы и господа. Пожалуйста, нажмите на кнопочку, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Тогда вы не пропустите новые видео. Да-да-да. И, конечно, если хотите вы меня поддержать еще больше, я буду очень рад, очень благодарен. Вы можете купить мне кофе, да, на сайте coffee.com. И тогда в следующий раз, когда я буду монтировать это видео, я буду пить кофе и думать о вас. Это все на сегодня, друзья. Спасибо вам большое. Оставайтесь с любимыми, не забывайте их. И до скорого!